Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Subaru Impreza 2003 года. Клиент заядлый субарист, у него было уже несколько таких автомобилей. И этот автомобиль в таком виде он приобрел для восстановления и дальнейшего тюнинга. По случаю приобрел недорогие запчасти, снял двигатель, коробку. Все, что нужно для кузовного ремонта, погрузил на эвакуатор и приехал к нам. Сегодня будет много стапельных работ. Будем тянуть, резать, варить. Все как вы любите. А в конце видео, как обычно, посмотрим, что из этого получилось. Не переключайтесь. Машину поставили на стапель. Повнимательнее рассмотрели повреждения. Повреждены оба лонжерона, как левый, так и правый. Соответственно, досталось брызговикам. Но судя по тому, что направляющие крыльев с обеих сторон не повреждены, скорее всего, чашки стоят на месте. Но мы еще их померяем между собой. Двери легко открываются, закрываются, сохраняя свои зазоры заводские. Естественно, выстрелили подушки. Разбито лобовое стекло. Поврежден подрамник и балка. Такого донора нам привезли, замечательного, с большим запасом вырезанный. Мы сначала заказали на этот автомобиль размеры, но когда увидели донора, стало понятно, что размеры нам ни к чему. Все, что нужно будет, мы сверим кузов и донора. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Ремонт, как всегда, начинаем с наиболее поврежденного места. Это левый лонжерон. Устанавливаем зажим и пытаемся вытащить лонжерон вперед. Переходим к брызговику. Дав небольшую натяжку башней, распрямляем складки, и это дает нам возможность освободить зажатую в складках косу. Сняв подрамник и балку, мы получили прямой доступ к ремонту лонжеронов. Левый лонжерон продолжаем тянуть вперед, хотя сам лонжерон нам не важен. Нам важно поставить в правильное положение поврежденный низ амортизационной чашки. Переходим к правому лонжерону. Так как он был завернут в сторону моторного отсека, даем натяжку вперед и вправо, выпрямляя складку под вакуумным усилителем тормозов. Выставили лонжерон в размер, проверили расстояние между чашками, оно меньше нормы на 5 мм. Сейчас опустим стойку вниз, амортизационную,
Потащим чашку в правую сторону. Нам нужно поставить ее в размер. Переходим к брызговику и направляющей крыла, которую нам надо чуть приподнять и подрихтовать. Отрезаем все, что нам мешает, и, отрывая брызговик, выставляем в правильное положение нижний передний край амортизационной чашки. Переходим к донору. Зачищаем шов, накерниваем, отсверливаем фрезой. Кому интересно, про фрезу мы рассказывали в предыдущем видео. Донор 2003 года. Такое впечатление, что на этой машине не ездили, а носили ее в Японии на руках. Нет и намека на ржавчину даже в скрытых полостях. Приходится не только сверлить, но и много резать, для того, чтобы получить доступ ко шву и отделить деталь, не повредив ее. Размеры донора позволяют нам все сделать максимально приближенно к заводской конструкции. Поэтому левый лонжерон будет меняться целиком, а правый мы обрежем как раз между болтами крепления балки. В этом месте как раз в лонжероне есть усилитель, и балка, притянутая болтами, будет дополнительно усиливать место стыка.
Отделив донора, разметив, готовим под него кузов. Так выглядит подготовленный донор. Отрезали такой кусок, который нам нужен. Места будущей сварки зачистили, прогрунтовали тремовским грунтом для сварки. А так выглядит кузов, подготовленный к варке донора. Также места будущей сварки все зачищены, прогрунтованы, все подрихтовано. Чашки между собой соединили самодельной растяжкой, так как левая чашка без лонжерона, чтобы она никуда не ушла, все зафиксировано. Попробуем представить донора. Накинутый донор правильно встал на свои посадочные места, фиксируем его на саморезы. Начинаем первую сборку. Накидываем капот, крылья, фары, бампер. Стоит отметить, что не только японский донор, но и сам авто в очень хорошем состоянии, несмотря на то, что колесил по нашим дорогам. Сборка показала хорошие ровные зазоры. Все разбираем, начинаем обваривать. По ВИН-коду автомобиль предполагает 1,5-литровый атмосферник, но клиент хочет внедрить в него объемный турбовый с интеркулером двигатель. А так машина будет выглядеть по окончании всех тюнинговых работ. Так как с внутренней стороны лонжерона находится усилитель, открываем операцию, провариваем сначала усилитель и только после варим сам лонжерон. Основание левого лонжерона привариваем к щиту моторного отсека, зачищаем прихватки. Сверху накладываем усилитель и обвариваем. Все швы обварили, зачистили. Со стороны моторного отсека прогрунтовали в 2 грунта.
начали сборку по низу. Установили балку, которая называется подрамник передний турбо Subaru Forester. А у нас, напомню, Impreza. Стали ставить подрамник. На все болты подрамник стал хорошо, однако на передний правый болт он не закручивался. Такое впечатление, что домик находится снаружи, в который вкручивается болт подрамника. Приглядевшись, увидели складку над домиком на лонжероне. Особенно если посмотреть сверху, ее очень хорошо видно. Выпрямить эту складку, пока донор не был приварен к кузову, не представлялось возможным, потому что нам нужно на стапеле тянуть. Мы сейчас захватим кончик лонжерона, потащим его наружу, а саму складку попытаемся задавить вовнутрь. Но есть засада в том, что могут уйти все зазоры по верхней части моторного отсека. Приложим максимум усилий, чтобы этого не произошло. Мягко давим гидравликой, постепенно увеличивая нагрузку, каждый раз простукивая складку молотком. Как только отверстия подрамника и домика совпали, убираем гидравлику, опять начинаем сборку. Нам удалось выпрямить лонжерон без изменения геометрии верхней части моторного отсека. Все зазоры остались ровными. Все сварочные швы со стороны колес решено было перекрыть напыляемым герметиком. Но в самый последний момент пистолет отказался работать, поэтому нанесли его кистью. В отличие от акрилового, этот герметик можно наносить на открытый металл. Так мы и сделали. В малярке сверху все это будет перекрыто антигравием, и следы ремонта полностью скроются. Закончили с передней частью авто. Переходим к задней части. Здесь проблемы с крышкой. Крышка не закрывается. Во что-то все упирается. Сама крышка подмята, разбито стекло, понятно. С левой стороны тоже огромная щель между крышкой и крылом. Хотя по бамперу достаточно большой зазор, который в принципе позволил бы крышке закрыться. Сняли бампер, увидели вот такие повреждения. Низ панели задка замят, пол багажника, а также панель задка замята с правой стороны возле фонаря. Есть заломы. Так выглядит нижний удар изнутри. Простучим изнутри кувалдой, чтобы снаружи можно было захватить за отбортовку и вытащить панель вниз и назад. Рассчитываем, что после этого крышка будет закрываться хорошо. Панель легко поддалась выстукиванию, подровняли чуть крышку, установили зажим и, как мы и хотели, потянули панель вниз и назад. Крышка стала мягко закрываться с хорошими ровными зазорами, но посадочные места левого фонаря явно были забиты вовнутрь. Приварились, вытащили посадочные места наружу. Оба фонаря встали одинаково ровно, споттером прорихтовали мелкие заломы, все обезжирили, загрунтовали, начинаем сборку.
Сборка показала, что крышка стоит правильно, фонари на своих местах. Ремонт задка был бюджетным, мы лишь добивались, чтобы легко закрывалась крышка и правильно стояли фонари и бампер. Эта задача нами была достигнута. А это конечный результат стапельных работ. Все зазоры по передней части авто ровные, одинаковые с обеих сторон и соответствуют заводским. По низу легко на все болты прикручивается подрамник, балка правильно встала на свои посадочные места. Все дальнейшие работы по покраске, сборке, тюнингу клиент будет проводить с автомобилем сам. Весь ремонт занял 2 недели. Друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте что-нибудь нажать под ним и написать комментарий. А еще, но это совсем в идеале, не забудьте поделиться им со своими друзьями в соцсетях. Возможно, им это будет полезно, а для нашего канала вы окажете неоценимую помощь в его развитии. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!